Привет! Тема «Французская философия» – это 4-я и последняя часть. Французская философия в 20 веке ознаменовалась расцветом многих философских направлений. Философия науки развивалась в Пуанкаре, Башляром и не только. Феноменология, представленная в картезианском формате, находилась под влиянием немецкой мысли, в частности феноменологии Гуссерля и Хайдеггера. Феноменология была неизменно заметна на протяжении всего 20 века, в то время как экзистенциализм распространился по всему Западу и приобрел известность на время. Появился структурализм, который стал рассматриваться просто как необходимое средство доступа к постструктурализму, в то время как постмодернистская мысль стала доминировать в конце 20 века. Во Франции философия науки, также известна как французская эпистемология, была выдающейся школой мысли, в которую входили Анри Пуанкаре, Эмиль Мерсон, Пьер Дюгем, Гастон Башляр и другие. Центральными вопросами философии науки были: что квалифицируется как наука, насколько надежны научные теории, какова конечная цель науки. Феноменологию можно определить как способ философствования, который включает в себя описательные объяснения явлений в том виде, в каком они даны сознанию, как они даны сознанию, которое пытается избежать навязанных объяснений. Во Франции феноменология рассматривалась как радикальное картезианство. Эммануэль Левинас был одним из первых, кто представил феноменологию во Франции. Левинас считал этику первостепенной философией, однажды провозгласил, что она предшествует метафизике и должна считаться первой философией. Марис Мерло-Понти интересовался основами восприятия. Поль Рикер был наиболее известен тем, что сочетал феноменологическое описание с герменевтикой. Он был удостоен Киотской премии в области искусства и философии за то, что произвел революцию в методах герменевтической феноменологии, расширив изучение текстовой интерпретации, включив в нее широкие, но конкретные области мифологии, психоанализа, теории метафоры и теории повествования. Экзистенциализм был выдающейся школой мысли в первой половине 20 века. Традиционно экзистенциализм занимается состоянием человека, исследуя такие темы, как цель, свобода, опыт и так далее. Он может восходить своими корнями к таким философам, как Фридрих Ницше, Мартин Хайдеггер, а также к философии жизни, но расцвел благодаря мысли Сартра. Жан-Поль Сартр определил свой экзистенциализм следующим образом. Его главный тезис заключается в том, что человек рождается свободным, брошенным в мир, где единоличная ответственность за поступки лежит на его плечах. Затем своими действиями он определяет сущность не только самого себя, но и того, каким, по его мнению, должен быть человек. Отрицание этой ответственности с помощью оправданий – это то, что Сартр называл недобросовестностью. Французский структурализм в первую очередь занимается глубинными структурами, которые формируют, ограничивают и влияют на общество, язык и человеческий разум. Он уходит своими корнями в мысли Фердинанда де Сосюра, который занимался лингвистикой. Но вскоре структурализм начал применяться к антропологии, социальным наукам и психологии. Структурализм сыграл важную роль в интеллектуальной мысли после Второй мировой войны. Клод Леви-Стросс применил структурализм Сосюра к антропологии. Ролан Барт был литературным критиком, который применил идеи Сосюра к теории литературы. Барт исследовал статьи, рекламу, фильмы и так далее, чтобы продемонстрировать глубоко укоренившуюся пропаганду, обнаруженную внутри. Жак Лакан был психоаналитиком, который стремился объяснить психику в терминах структур. Вторая половина
половина XX века знаменовалась расцветом так называемой постмодернистской мысли. Лиотар определил постмодернизм как скептицизм по отношению к метанарративам. Метанарратив – это своего рода грандиозная история, которая охватывает и претендует на предсказание. Лиотар считал метанарратив неотъемлемой чертой современности. Следовательно, условием постмодерна является замена метанарратива множеством языковых игр. Лиотар утверждал, что этим языковым играм не хватает какой-либо всеобъемлющей структуры, но они были вызваны технологическими разработками в таких областях, как коммуникации, средства массовой информации, что делает метанарративы неоправданными. Мишель Фуко придерживался скептицизма в отношении абсолютов, таких как правильное и неправильное, разумное и безумное, а также человеческой природы. Жак Деррида развил деконструкцию как ответ структурализму. Деконструкция берет текст, рассматривает бинарные позиции внутри него с нескольких различных точек зрения интерпретации, а затем пытается показать, что они зависят друг от друга, нестабильны, двусмысленны, исторически и культурно определены. Демонстрируя текучесть дихотомии, деконструкция показывает текучесть текста. Деррида утверждал, что ни одно значение не является стабильным. Даже те дихотомии, которые классические философы считали само собой разумеющимися, благодаря внутренней логике текст деконструирует сам себя и, следовательно, допускает весьма оригинальные интерпретации. Жиль Делез разработал философию различия. Он рассматривал различия как предшествующие идентичности, а разум не как нечто всеобъемлющее, а как маленькую гавань, построенную в течение времени, различия в себе. Он сравнил это с христианством, где если вы принимаете первородный грех и непорочное зачатие, тогда все это имеет смысл.